Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Всем нравится шить из красивых ярких тканей. Но что делать, если в вашем распоряжении только темные, маленькие и некрасивые? Шить. И шить с удовольствием. Как в том старом анекдоте, инструкция для женщин-полицейских, если на вас напал насильник. Сделайте предупредительный выстрел в воздух. Потом стреляйте в упор. Если ничего не помогает, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. Шить удобнее всего по основе. У меня нашелся кусок крепкой ткани с производственным браком. Используем его. Самое главное в работе, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. Воспользуемся самодельным приставным столиком. В центр ткани помещаем самый интересный лоскутик и потихоньку начинаем его обшивать другими лоскутками. Пришили, отогнули, закрепили машинной строчкой, отстрочили декоративным швом. Эта техника работы называется крейзи. У меня будет несколько блоков из одного набора тканей, поэтому здесь смотрим только на то, чтобы лоскутки были распределены равномерно и чтобы хватало их длины. Если есть несколько маленьких лоскуточков, то можно их сначала сшить между собой в длинные ленты. Изначально в этой работе мне хотелось пристроить лоскутки от старых джинсов, но их было очень мало, поэтому в компанию к ним взяли кусочки плотной костюмной ткани, портьерной, плотный трикотаж и даже брезент. Когда мы шьем в такой технике, то сложно сразу представить, что же это получится в итоге, насколько блоков нам хватит ткани. Но сильно мелочиться не хочется, поэтому основу взяли размером 41 на 41 сантиметр. Возьмем ее немного с запасом.
Занятие это спокойное, медитативное. Шей и шей. Ничего специально выкраивать не надо. Когда основа полностью заполнена, надо тщательно проутюжить заготовку с паром, а потом промеряем края и отрезаем лишнюю ткань. Когда мы шили, основа немного растянулась и деформировалась, и после подравнивания получились у нас очень интересные заготовки, и ткани хватило на 3 квадрата 39 на 39 сантиметров. У меня есть задумка, что с ними делать дальше, но это уже совсем другая история. И небольшая подсказка. Когда-то я сшила из таких блоков большое покрывало. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!